Всем привет! Обещал показать вам, как можно обойтись без специального пароизоляционного фартука, чтобы не покупать, сэкономить деньги, используя обрезки пароизоляции, которые у нас остаются. Всего лишь нам понадобится здесь, лучше всего 4 цельных куска. Можно больше кусков, но это дольше клеить, больше скотча надо использовать. В общем, мы будем делать 4 куска, на каждый откос по кусочку. Первым делом сделаем разметку для того, чтобы ровно приклеить наш двухсторонний скотч. И по вот этой отметке приклеим двухсторонний скотч из Aspan SL. Следующим этапом я проклею скотчем из Aspan SL весь периметр окна и приклею уже к этому скотчу потом плотненько пароизоляцию. Для того, чтобы пары не проникали сюда в откос. Это первое. А второе, чтобы, возможно, сквозняк, который здесь может быть, не продувал сюда внутрь помещения. Предварительно подготовил уже кусочки пароизоляции. Начинаем приклеивать с нижнего, верхнего, потом уже боковые откосы. Зафиксирую я степлером пару скоб, 2-3 скобы, 4. Просто когда будем натягивать, чтобы не поехал наш скотч. Находим вот этот угол и разрезаем параллельно вот этому наклону, вот этому скату. Ровненько по скотчу отрезаем, не задевая первый слой. Так аккуратно получается. Сейчас точно так же приклеиваем верхний. Вот этот угол верхний режем параллельно вот этому верхнему откосу. Точно так же снимаем скотч и приклеиваем уже боковые откосы длинные. Здесь вот внимательно смотрите, вот эта пароизоляция, вот ее разрезаем параллельно верхнему откосу. А внизу мы уже режем параллельно вот нижнему откосу, вот так. То у меня здесь маловатый кусок, просто надо его было больше отрезать, и тогда хватило, но это не страшно, все это скотчем там заклеится. Остается только качественно проклеить все примыкания, заделать малейшие какие-то
щелочки, дырочки, это все обязательно нужно сделать. Я вот предварительно уже приготовил кусочки скотча, маленькими кусочками, ну, удобнее просто проклеивать какие-то мелочи. Первым делом все вот эти вот примыкания к окну. Мало того, что здесь проклеен и так двухсторонний скотч, я еще сверху проклею еще обычным тавиком, уже односторонним. Просто для надежности. Как бы хуже от этого не будет. В целях экономии я просто его разрезал пополам, потому что нам такой широкий кусок скотча здесь не нужен. На секундочку, скотч этот, по-моему, больше 1000 рулон стоит, 25 метров. Поэтому сэкономить есть смысл. Вот так сблизи выглядит. Вот, то есть все заклеено очень-очень качественно. Проклеено. Главное вот эти все углы проклеить хорошо. Все примыкания, все нахлесты. Все надо обязательно хорошо проклеить. Вот так сбоку получается. Сейчас четкость наведу. Вот. Вверх. Тоже все заклеено очень плотненько. Вот видите, нет никаких щелей, вообще ни малейшего ничего нет. Как я утеплил откос, как я утеплил скаты. Ссылки я оставлю внизу под видео в описании, и будут здесь в конце этого видео тоже я оставлю ссылочки на видео. А сейчас я продублирую все вот эти мои стыки и примыкания вот таким вот металлизированным скотчем, тоже от Изоспан, называется он FL Thermo, просто чтобы сохранить, скажем так, целостность нашего теплоотражающего слоя. Удобнее вот этот скотч клеить, он, конечно, такой говёный, короче, мне он не очень нравится. Кусочками лучше его клеить, потому что прям с рулона отматывать неудобно будет. Поэтому отрываем куски, которые нам нужны, и заклеиваем. Вот и всего-то делов. Час работы, пароизоляция готова. Сэкономили денег, время, потому что в нашем городе, в Новороссийске, позиция это заказная, надо заказывать этот фартук, ждать его там неизвестно сколько. По крайней мере там, где я узнавал. А так, без проблем. Кусочки есть, скотч у вас в любом случае остается. Даже если не остается, допустим, ну да, тайвик он как бы подороже стоит, а вот этот скотч, ну я считаю, это совсем недорого, 300 рублей там рулон стоит, можно и купить его. Все сделали, заклеили, ничем не хуже будет, чем заводской фартук. Если кто-то может поспорить по поводу качества, то напишите в комментариях, чем будет отличаться вот эта пароизоляция от заводского фартука пароизоляционного. Ничем не отличается, ничем он не хуже, все получилось красиво, аккуратно. И плюс, самое важное, получилось все качественно, все проклеено, нигде щелей, дырок нет. Пар не пройдет, ветер, сквозняк не пройдет. Если вы согласны с тем, что я сказал, поставьте палец вверх. На сегодня все, на улице уже темно, поздно. Всем пока, всем добра.